Михалыча в нашем поселке знали все. Он был не просто известным человеком, но и настоящей легендой. С раннего утра и до позднего вечера его можно было встретить на его пасеке, где он вместе с женой Нюрой заботился о своих пчелах. Огромная пасека находилась недалеко от села и занимала внушительную территорию, полностью окруженную цветущими садами и полями. Это был семейный бизнес, который приносил им довольно неплохие деньги, и они гордились тем, что могли производить качественный мед, который пользовался большим спросом у местных жителей и даже за пределами края. У них были свои постоянные покупатели, с которыми они обменивались рецептами, делились советами по уходу за пчелами и в целом испытывали радость от своего труда. Но вскоре в спокойной и размеренной жизни Михалыча появилась проблема. Кто-то стал разорять его пасеку. Сначала это казалось случайностью, но вскоре старик заметил, что каждую ночь просыпается с тревогой, обнаруживая расчерченное и разбросанное во дворе оборудование. Пчелы были в полном замешательстве, и этим руководствуясь, он понял, что пришло время действовать. Размышляя над возможными решениями, он решил вычислить, кто же решился на это ограбление, и наказать злодея. Сначала подумав, что делая это можно одноразово, он стал планировать. Убедив свою жену, что ему нужно время в укромном месте, Михалыч соорудил себе шалаш, принес с собой все необходимое, термос с горячим чаем, парадный блокнот, чтобы записывать все наблюдения, и, конечно же, свой любимый бинокль. Как только начало смеркаться, он отправился в укрытие и стал ждать, терзаемый не менее сильным волнением и стуком сердца, чем пчелы. Первая ночь не дала никаких результатов, и он просидел в своем укрытии, так и не дождавшись нападения. В итоге он лишь замерз и изрядно не выспался. На вторую ночь он снова принял решение остаться на своем посту, но под утро желание уснуть стало сильнее. И тут вдруг его внимание привлекло какое-то бурое пятно, появившееся из леса и движущееся в сторону пасеки. Сердце его остановилось. «Неужели это, наконец, преступник?» — подумал он. Но, приглядевшись повнимательнее, он понял, что это был медведь. Хотя и маленький, в душе его закралось разочарование. «Вот именно это мне и не хватало», — проворчал он про себя. Он посчитал, что медвежонок нашел себе место, где можно полакомиться метком на халяву. С мыслью о том, что происходит, он издал какой-то шарашкий звук, надеясь напугать медвежонка. И, как и следовало ожидать, малыш в страхе развернулся и потрусил обратно в лес. «Нужно что-то придумать», — жаловался он супруге, когда вернулся домой. «Если это станет привычным, он разорит всю пасеку, а если мама придет, то мы вообще пропали». Долго советоваться не пришлось. Нюра, обладая немалой смекалкой, предложила подкармливать медвежонка медом. Она предположила, что, может быть, он вновь к ним не вернется на пасеку и перестанет проказничать. Так и поступили. Они начали оставлять для медвежонка кусочки меда в пустых сотах, на которые медведь никогда не восстал. Сначала медвежонок приходил периодически, лизал мед, засыпал, но вскоре они заметили, что он больше не лезет к ульям. Он долго вылизывал чашку из-под меда, громко кряхтя и чавкая, наслаждаясь каждой капелькой сладкого угощения. Вдоволь наевшись, он уходил в лес, довольный и сытый, в то время как супруги с улыбками наблюдали за его похитительскими маневрами. По прошествии времени они заметили, что мама-медведица так и не появилась. Из этого факта семья сделала выводы о том, что у медвежонка нет матери, и он просто блуждает по окрестностям в поисках еды. Так и продолжалось какое-то время, пока не наступила осень. С приходом холодов медвежонок постепенно перестал приходить за своим угощением, это означало, что он, вероятно, залег в берлогу. Весной, когда природа вновь ожила, к ним на пасеку пришел уже не маленький медвежонок, а совершенно новый молодой медведь. Сначала супруги, сильно удивившись его внезапному появлению, затем возвели его в ранг нового друга и назвали Михаилом Иванычем. Так появился у них свой собственный временный защитник. Нюра продолжала баловать Косолапого угощениями. Михаил Иванович быстро подрос и окреп на сытной домашней пище.
Теперь он с завидным постоянством наведывался на пасеку, явно чувствуя необходимость охранять своих новых друзей. Супруги больше не боялись его. Он вел себя достойно, совершенно по-дружески. Брал только то, что ему предназначалось, не разбойничал и не хулиганил, словно вселивший в него страх не оставить в покое своих добытчиков. Таким образом, между людьми и медведем установились вполне дипломатичные отношения. Пожилые, но сильные старики, довольные новой жизнью, решили еще больше увеличить оборот своей продукции. Они установили дополнительно несколько десятков ульев и даже наняли молодого помощника. Но, к сожалению, Нюра и Михалыч доверились не тому человеку. Их новый работник оказался продажным и решил навести на пенсионеров городских ракетиров. Он не раз жаловался старикам, как было трудно им, и какое счастье для них иметь защиту с хорошей скидкой. Вскоре, как это и следовало ожидать, бандиты подъехали к их пасеке на 2 машинах. Иван Михайлович, вернувшись с работы, встретил их по-доброму, обладая наивностью, что они приехали купить мед и продолжить прежнее сотрудничество. Однако ракетиры сразу же заявили, что будут собирать с них деньги. Они заявили, что за определенную сумму в месяц обещали защищать их бизнес от настоящих бандитов. Михалыч, пытаясь схитрить, вместо того, чтобы поддаться на их уловки, произнес в шутку, что кроме них он здесь никого больше не видел. Однако вымогатели были беспощадны и однозначны. Выбор у вас был — либо платить, либо прощаться с вашей пасекой. Мы сжем ее дотла вместе с пчелами. Спокойствие Михалыча быстро сменилось на гнев, когда они назначили день, когда вернуться, чтобы взять деньги за полгода вперед. В тот момент супруги стали думать, что же им делать. Нюра предложила обратиться в полицию. Михалыч, зная о проблемах, нехотя согласился, но понимал, что там они вряд ли смогут помочь. Он осознавал, что полицейские не будут защищать их целыми днями, и, кроме того, устроить пожар можно было с легкостью. Все, что им нужно было — пара литров бензина и маленькая спичка. С каждым новым дыханием у них отрастали жесткие мысли о том, что действовать им надо самостоятельно. Обстоятельства накалились. В доме оказался небольшой арсенал оружия, так как Михалыч был заядлым охотником, и они решили, что сами смогут защитить себя и свое добро. Бандиты приехали через 3 дня, как и собирались. Однако к старикам навстречу никто так и не вышел. Они, зная, что это их последний шанс, спрятались на чердаке с охотничьим ружьем, откуда за всем наблюдали. Бандиты начали громко звать хозяев и требовать деньги. В противном случае они обещали забрать все, что им приглянется, а затем приедут еще раз, чтобы взыскать проценты за долг. Но им никто не ответил. В этот момент у Михалыча уже было настроено крепкое мужество, и он держал их на прицеле. Тогда главарь велел остальным входить внутрь. И именно в этот момент помощь к старикам пришла неожиданно, откуда они совсем не ожидали. Из леса вылетел медведь, который был в бешенстве и выглядел еще более агрессивным, чем вся эта бандитская свора. Громкий рев раздался на фоне вечернего покоя, и животное мчалось к домам, ломая на своем пути все, включая кусты, молодые деревья и даже забор, который рухнул, не выдержав его яростного натиска. Влетев во двор, Михаил Иванович даже успел на бегу отшвырнуть в сторону одного из бандитов. Затем он встал на задние лапы и двинулся на обидчиков, широко раскрыв пасть и показывая свои огромные зубы. Куда только делась наглость и решимость крутых бандитов. Они не ожидали такого поворота событий. Михаил Иванович, уверенно передвигаясь на задних лапах, всей своей свирепой мощью двинулся на них. Громко ревя, он мотал головой, фыркал и обнажал свои яростные клыки. Все они знали, что бежать от медведя — это все равно, что звать большую беду на свою голову. Только попробуйте показать ему спину. Все, и конец. Все участники столкновения остолбенели от неожиданности и страха. Михаил Иванович налетел на главаря рэкетиров и сбил его с ног, заставив того упасть на землю. Слюна с его клыков капала прямо на грудь незадачливому бандиту, когда остальные подельники бросились с криками бежать, пока медведь был занят своим предводителем. А следом с оружием из дома выскочили Михалыч и Нюра. Они подмога, моментально наставили на нерадивого грабителя ружье и быстро обыскали его, связав крепко до прихода полиции.
Михалыч не верил своим глазам. Медведь, немного потоптавшись во дворе, взял немного фруктов в подарок и с гордо поднятой головой скрылся в лесу с чувством выполненного долга. Он не только спас свои кормовые угодья, но и защищал своих друзей-пасечников. Животные, в отличие от людей, помнят добро и всегда готовы отплатить тем же. Партнерство между миром людей и природой продолжалось, ведь они все поняли, что доброта и взаимопомощь важнее всего. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.